За полчаса до своей свадьбы София Альварес случайно услышала, как ее жених, Маркос Силва, разговаривал с кем-то по телефону. Ледяной и презрительный голос пробивался сквозь тонкую стену гостиничного номера. «Ты не представляешь, как меня тошнит от нее. Каждое «я тебя люблю» — сплошная фальшь. Она для меня только кошелек». София побледнела. Ее сердце сжалось так, словно его пронзили ножом. 2 года она верила в его нежность, в его заботу, в то, что Маркос — ее опора и судьба. Но теперь выяснилось, все это было лишь искусной маской. Более того, он цинично признался другу, что у него есть беременная любовница, его собственная секретарша. Вместо того, чтобы отменить церемонию, София приняла иное решение. С дрожью в руках она написала короткое сообщение отцу. «Папа, зайди ко мне срочно. Нам нужно поговорить». Через несколько минут дверь открылась. В комнату вошел отец Софии, влиятельный магнат Рафаэль Альварес. Он остановился и, затаив дыхание, тоже услышал через стену голос Маркоса, который откровенно обсуждал планы похищения миллионов из семейной корпорации и дальнейший побег за границу. «Что будем делать?» — прошептала София, сдерживая слезы, которые готовы были хлынуть. «Как отец, я бы сейчас вышвырнул этого мерзавца», — ответил Рафаэль, холодно сжав кулак. «Но как предприниматель я вижу другое. У нас есть шанс уничтожить его окончательно. Выйди за него. Пусть думает, что победил. Мы соберем доказательства, и тогда он потеряет все». София глубоко вдохнула и кивнула. В тот момент она решила, она не станет жертвой, она станет охотницей. Свадьба состоялась, как ни в чем не бывало. Гости в роскошной вилле на побережье Рио-де-Жанейро восторгались идеальной парой. Маркос сиял фальшивой улыбкой, думая, что его план удался. Но София уже тайно вела запись его признаний и подключила лучших адвокатов и частных детективов. Во время медового месяца она тщательно фиксировала каждое его сообщение любовнице, каждый незаконный перевод, каждую хвастливую фразу, где он говорил, что использует семью Альварес. София играла роль влюбленной жены, но за ее улыбкой скрывался стальной расчет. Через несколько недель у нее было достаточно доказательств, чтобы не просто развестись, а отправить мужа за решетку. Кульминацией стала подставная операция. Маркос радостно подписал фиктивный контракт с швейцарской инвестиционной компанией на сумму 10 миллионов евро, полагая, что переводит деньги на тайный офшорный счет. На самом деле вся схема была ловушкой, организованной юристами и экономистами Альварес. Через несколько дней его арестовали прямо в отделении банка. Сотрудники полиции надели на него наручники, а все его счета были немедленно заморожены. Любовница оказалась под следствием за соучастие. София подошла к Маркосу в тот момент, когда он, потерянный и злой, пытался что-то выкрикнуть. «Ты хотел простую, доверчивую жену, Маркос», — холодно произнесла она. «Но получил врага, который просчитал каждый твой шаг. Добро пожаловать в тюрьму». Суд приговорил его к 14 годам заключения. Его любовница родила ребенка и вскоре исчезла из поля зрения. София же, оправившись от удара, возглавила семейный бизнес и через несколько лет встретила мужчину, который действительно любил ее, а не ее фамилию и состояние. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.